Привет! Сегодня покажу, как шить такую косметичку из лоскутов без выкройки. Она мягкая и при этом плотная, хорошо держит форму. С одной стороны молния подогнута, что позволяет открывать ее немного шире. Понадобится 24 лоскута хлопка, синтепон, флизелин или дублерин, молния, а также хлопковая подкладочная ткань. Ее изнанку отметила скотчем. В видео я использую припуски в 6 мм или четверть дюйма, но если вам удобнее работать с припусками в 1 см, то используйте следующие размеры. Для начала возьмем дублирующий материал, разместим его на гладильной доске клеевой, то есть шершавой, стороной наверх. Начнем раскладывать квадратики в стык изнанкой вниз. Припечатаем ткань утюгом на высокой температуре до склеивания деталей. Сгибаем первый ряд квадратиков по вертикали, выравнивая в одну линию. Сразу согнем второй ряд и после прострачивания третий. Мои квадратики со стороной 6 см, поэтому ширина шва 6 мм. Если вы взяли второй вариант размеров с квадратиками в 7 см, то проложите строчку на расстоянии 1 см, ориентируясь на ширину лапки. В начале и в конце делаем закрепки. Удостоверимся, что квадратики аккуратно состыковались. Теперь тонкими ножницами надрежем сгиб шва, если припуск 6 мм. А если ваш припуск 1 см, то вы можете просто срезать половину припуска вместе со сгибом обычными ножницами. Разутюжим припуски с изнанки и лица. Повторим то же самое для горизонтальных рядов. Возьмем синтепон и проутюжим с паром через ткань. Заготовку из лоскутов разместим по центру синтепона. Разметим линии стежки по диагоналям квадратиков, переставляя линейку параллельно. Я использую терморучку. Для стежки ослабим давление лапки на ткань. В начале и в конце делаем короткие закрепки в пару стежков, чтобы их не было видно на лицевой стороне. Длина стежка 4 мм или любая другая. Стягать нужно в одном направлении сверху вниз, во избежание перекоса ткани. Повторим то же самое для линии в другом направлении. По готовности стежки удалим линии ручки утюгом. Обрежем синтепон. Возьмем молнию со стороны замочка в закрытом виде и подогнем уголки, опалив зажигалкой для склеивания. Такой подворот позволит открывать молнию шире. Молнию приложим лицом к лицу к верхнему слою косметички на расстоянии 6 мм или 1 см. Добавим подкладочную ткань изнанкой наверх. Лапкой для молнии проложим строчку. Молния должна лежать зубчиками наверх для правильного ухода лапки. В конце откроем собачку и закончим строчку. Повторим действие для второй стороны изделия. Лицом к лицу приложим верхнюю ткань. С другой стороны совместим подкладочную ткань также лицом к лицу. Начать строчить можно чуть ниже закругления молнии и потом отдельно застрочить. Разутюжим, чтобы ткань не попадала под собачку. И проложим строчку на расстоянии 2 мм от сгиба. Длина стежка как на стежке. Обязательно откроем молнию для дальнейшего выворачивания. Попарно сложим верхнюю и подкладочную ткани, выравнивая линии стыковки квадратиков. Добавим закругление и отметим центральную треть, будущее отверстие для выворачивания. Начинаем строчить от нижней отметки, обязательно делая закрепку. Ширина шва 6 мм или 1 см. Проверим, где проходят линии пересечения стежки, и будем строчить через них, увеличив ширину шва при необходимости. На скруглениях можно уменьшать размер стежка и приподнимать лапку. Когда лапка упрется в молнию, подложим коробку для игл для выравнивания уровня и медленно прострочим, пододвигая ее.
Закончим строчку закрепкой. Если получилась протяжка перед молнией, снова повторим прием с коробочкой поверх первой строчки. С другой стороны можно также повторно прострочить для надежности. Заутюжим припуски отверстия. Вывернем на лицевую сторону и расправим уголки. Сколем отверстие, проложим строчку на расстоянии 1-2 мм от края, делая закрепки. Нижний слой должно быть чуть видно. Также можно использовать ручной потайной шов. Ну вот и все, косметичка готова. Если у вас остались вопросы, обязательно пишите в комментариях. Присылайте фотографии ваших изделий по моим мастер-классам. С удовольствием публикую. До встречи в новых видео.